План Путина провален. В ЕС решительно ответили Москве. Угрозы не сработали. Неприступная крепость России пала. Война добралась до ключевого региона. Первая воздушная тревога. Мощный удар по важному порту. Ситуация накаляется. Удары в целях самообороны или новый виток эскалации. В Кремле придумали, как привлечь новое пушечное мясо. Неожиданное решение властей. Поможет ли это? Об этих и других событиях к вечеру вторника, 26 мая. Хороший вечер вторника начинается с правильных новостей. С вами команда Нехта, в студии Олесь Корниенко. Перемирие на Ближнем Востоке снова трещит по швам. Только накануне появились публикации о том, что сделка с Исламской Республикой готова на 95%. И вот новые удары. Американские войска атаковали иранские военные цели в порту Бандар-Аббас. В Центральном командовании США утверждают, иранские катера пытались установить мины в Ормузском проливе, а ракетный комплекс навелся на американские самолеты. В ответ США нанесли удары в целях самообороны. При этом в Вашингтоне подчеркивают, режим прекращения огня формально все еще действует. Тегеран ответил очередными громкими словами. Официальный представитель Центрального штаба ВС режима Эбрагим Зольфагари заявил, что пока США продолжают свои военные авантюры, о соглашении не может быть и речи. Правительство США неоднократно демонстрировало, что понимает лишь язык силы. Готовьтесь к нефти по $200. Правда, пока удары США по Ирану привели к росту цены на самый ходовой сорт Brent всего чуть более чем на 1%, до $97 за баррель. ЕС никуда не уйдет. Мы остаемся в Киеве. Мы остаемся с Украиной. Такой ответ получила Москва на свои угрозы. Посол Евросоюза в Киеве Катарина Матернова заявила, что европейские дипломаты продолжат работу в украинской столице. Россия хочет страха, паники, изоляции Украины. Это не сработает. Накануне российский МИД пригрозил системными ударами по Киеву и призвал иностранцев покинуть город. Заявление российского МИД – шедевр лицемерия. Режим, который годами бомбил жилые дома, музеи, родильные дома, школы и электростанции, теперь вдруг заговорил на языке международного гуманитарного права и Женевских конвенций. Также представитель ЕС отметила, что угрозы в адрес дипломатов и международных организаций – это не признак силы, это признак отчаяния. И чем агрессивнее и угрожающе становится Кремль, тем яснее становится, что режим Путина понимает, что он не может сломить стойкость Украины и поддержку ее партнеров. Конец цитаты. А вот кого заявления ведомства Лаврова напугали, так это российский фондовый рынок. Котировки упали до минимума за полгода сразу после публикации угроз Москвы. Эхо войны накрыло важный, особенный российский регион. Калининграду впервые за все годы так называемой СВО пришлось закрывать аэропорт. Десятки самолетов кружили над городом и не могли приземлиться. Эксклав, который Кремль годами считал своей неприступной крепостью в Европе, впервые столкнулся с подобной воздушной тревогой. В связи с чем вводили ограничения, в Росавиации не уточнили, но обычно план «Ковер» означает угрозу беспилотников. Похоже, пушечного мяса Москве начинает реально не хватать. Кремль пошел на новую уловку. Путин разрешил участникам войны против Украины и их семьям не выплачивать просроченные долги. Новый закон касается тех, кто подпишет контракт с Минобороны, начиная с мая, и минимум на год. Государство готово списать кредиты до 10 миллионов рублей, но только если долг появится еще до отправки на войну и по нему уже есть решение суда. На фоне этого особенно важна другая цифра. По данным экспертов, темпы набора контрактников в России упали до минимума за последние 2 года. В среднем всего 800 в день. А по оценкам Киева, масштабы потерь в рядах захватчиков стали заметно превышать число новобранцев. Вишенка на торте. В случае смерти участника агрессии против Украины все кредитные обязательства членов его семьи обнуляются. Что-то мне подсказывает, что число молитв за здравие в тылу может сильно поубавиться.
А вот те россияне, кто даже на такие условия не соблазнится и все равно не захочет умирать на войне, вполне могут умереть от работы. Путин подписал закон, который вдвое увеличивает допустимые переработки. Теперь вместо прежних 120 сверхурочных часов в год можно официально работать 240. Это примерно еще один дополнительный рабочий месяц сверху. А заодно власти разрешили отзывать из отпуска сотрудников вредных и опасных производств. В Кремле объясняют все нехваткой людей. По оценкам экономистов, России уже сейчас не хватает около 1,5 миллиона работников. Это как если бы с рынка труда исчез целый Новосибирск. Ну или как если бы Путин не развязал войну и примерно такое же количество его сограждан не было убито или покалечено на фронте. Украинские дроны продолжают выбивать российские НПЗ один за другим. Очередь дошла до Сызранского нефтеперерабатывающего завода «Роснефти» на Волге. Остановку предприятия подтвердили в Генштабе ВСУ. Под удар попала ключевая установка переработки нефти. Именно она обеспечивала больше 70% мощности предприятия. Ремонт может затянуться почти на месяц. Налет произошел 21 мая, но только теперь стал известен масштаб ущерба. Сызранский НПЗ перерабатывал около 170 тысяч баррелей нефти в сутки. И это уже 6-й российский нефтезавод, который прекращает работу с начала мая после атак беспилотников. Доходы от нефтянки падают, а дыра в бюджете стремительно растет. Но Кремль нашел новый источник средств. Суд в Москве конфисковал имущество бывшего первого заместителя министра обороны Руслана Цаликова и его семьи на 5,5 миллиардов рублей. Для сравнения, на прошлой неделе мы рассказывали о том, что российские власти хотят продать на бирже 25% акций Аэрофлота и получить за это 45 миллиардов. А тут можно хорошенько потрясти бывших соратников Шойгу и получить сравнимые суммы. Сам Цаликов сейчас находится под домашним арестом. Его обвиняют в создании преступного сообщества, хищениях и взятках. Этот генерал военным не был, а стал доверенным человеком Шойгу еще в МЧС. И с тех пор этот тандем был не разлучен. Но, правда, под арест бывший министр за своим верным замом пока не спешит. После американского удара по иранским катерам из ЗРК режим сделал свой ход. В Тегеране заявили, что сбили беспилотник США. По версии корпуса стражей исламской революции, иранское ПВО заставило американский F-35 и разведывательный дрон RQ-4 ретироваться. А один беспилотник MQ-9, как утверждает КСИР, был сбит. В Иране уже предупредили. Там считают любые подобные действия нарушением перемирия и оставляют за собой право на ответ. То, что силы режима способны нанести существенный ущерб американской авиации, стало известно на прошлой неделе из отчета Пентагона Конгрессу. США за время операции против Исламской Республики потеряли более 4 десятков летательных аппаратов, среди которых и новейший F-35, и 7 заправщиков, и редкий самолет дальней разведки. Египетские фараоны строили пирамиды, Гитлер строил автобаны, а Лукашенко, похоже, войдет в историю как главный в Европе строитель тоннелей, но очень специфических. На литовско-белорусской границе нашли новый подземный ход, и именно через него в Литву попытались попасть 38 мигрантов, в основном из Афганистана и Ирана. В Литве подчеркивают, это уже третий такой случай за последнее время, и власти страны прямо намекают, что без участия белорусского режима такие тоннели в приграничье появляться вряд ли могли. Несколько таких ходов ранее выявили польские пограничники на фоне новой волны провокаций России против стран Балтии с перенаправлением украинских беспилотников, обвинениями в ущемлении прав русскоязычных и прямыми угрозами ударов. Возникает вопрос: а не используют ли Минск и Москва такие тоннели и для переброски к соседям не мигрантов, а более опасных незваных гостей? Как думаете?
Папа Римский объявил почти крестовый поход против бесконтрольного ИИ. В своей первой большой энциклике Лев XIV предупредил: искусственный интеллект не должен стать новым хозяином человечества. В документе с символичным названием «Величие человечности» понтифик сравнил ситуацию с эпохой промышленной революции. Тогда мир меняли заводы и машины, сейчас алгоритмы и нейросети. И, по словам папы, технологии никогда не бывают нейтральными. За ними всегда стоят интересы тех, кто их контролирует. Особенно жестко Лев XIV высказался о военном использовании ИИ. Он призвал буквально разоружить искусственный интеллект и не позволить превратить его в инструмент войны, слежки и власти корпораций. Уникальную спецоперацию провели полицейские Таиланда. Чтобы схватить преступника, они пошли на экстраординарные меры. 6 сотрудников полиции, среди которых было 5 мужчин, переоделись в яркие женские костюмы с блестками и вышли на уличный фестиваль под видом танцевальной группы. Целью операции был местный наркодилер. Во время задержания у него нашли более 50 таблеток метамфетамина, сотни пакетиков для фасовки наркотиков и телефон, через который, как утверждают силовики, работало нелегальное онлайн-казино. Самое атмосферное случилось уже после ареста. В отделении полицейские сделали совместное фото с задержанным, так и не переодевшись. Похоже, это тот редкий случай, когда операция под прикрытием закончилась почти как карнавал. Интересно, что бы сделали с этими травести полицейскими в России. Как думаете? Спасибо, что досмотрели до конца. Увидимся утром.